Представители знака зодиака Козерог. Козероги, мои дорогие, здравствуйте. События ближайшего будущего. Таро-расклад. Таро на неделю с 20 по 26 мая. Давайте узнаем, что нам подскажут карты. Будем реалистами. Любой расклад не расскажет о личной истории каждого из вас. Я всегда об этом говорю. Но я надеюсь, мы с вами проведем приятное время. И какую-то подсказку вы все равно получите. Для тех, кому интересны подсказки побольше, пошире, предлагаю перейти в инфобокс в описании под видео. Я оставлю ссылку на свой сайт, на статью конкретно, гороскопы для всех знаков зодиака на май 2024 года. Перейдите, прочитайте по солнечному знаку, по асценденту, а также оставлю ссылки на другие видео на моем канале YouTube. Мы же идем дальше. Первый вопрос, что важно знать. И первая карта. Что же для вас важно знать, Козероги? Чего не избежать или неожиданности на этой неделе? Чему сейчас не время, что как видят карты? Что может помешать? Что же вам будет помогать? Что скрыто, может быть, и вы чему-то не придаете значения, или кто-то скрывает? Дела, работа, бизнес. Посмотрим энергетику. Энергия финансов, деньги и личная жизнь. Что важно знать? Оставьте прошлое прошлому, мои дорогие. Всегда, когда у нас выпадает тройка мечей, ну, могут, конечно, о себе вот те персоны, которые нам не добавляют вдохновения, приятных эмоций, а как раз все со знаком минус, мы вдруг случайно встречаем. Или по воле судьбы, жизни, какой-то вопрос нам нужно с ними решить. Нравится, не нравится, говорить придется или какие-то переговоры вести. Но, тем не менее, карта все равно говорит, она ведь о чем? Что какая-то рана, она была прежде. Ситуация уже завершилась. И теперь наша задача оставить ее, как только ситуация, как прошедший период, как то, с чем нам довелось столкнуться, но заново себя не ранить, не пропускать заново через свою душу, через собственное сердце. Может быть, и звонок для кого-то это будет, или какой-то документ вам нужно составить. И карта вообще это здорового равнодушия, когда вы можете попросту на этой неделе, оглянувшись назад, вот так подумать, ну надо же, как я жил все эти предыдущие годы. Вот есть какой-то анализ разочаровывающей ситуации, которая уже случилась, завершилась, и в то же время по какой-то причине вы можете ее вспомнить. Ну, как я сказала, или появляется человек, или новость, какая-то информация приходит, но это вас уже теперь не ранит. И вот эти метаморфозы или изменения, которые, может быть, за тот период у кого-то, и часто это бывает через личную жизнь. Так вот, у кого это произошло прежде, вы можете, может быть, много времени прошло. Столкнувшись с человеком, вы можете удивиться, как это раньше этот персонаж был мне интересен. Или как это, насколько я уже изменился или изменилась, а человек где-то застрял еще в прошлом, действует как прежде, или какие-то прежние уловки, мои дорогие, вот такое может быть. И вы будете смотреть тогда на все происходящее где-то удивленными глазами. Но, повторюсь, вас это уже не ранит. Это сильная позиция через холод, здоровое равнодушие. Неожиданности, перемены вы оставляете вот ту прежнюю ситуацию. Тут само пространство вам в чем-то помогает. Колесо фортуны – это дорога к счастью, это дорога удачи. Да, это порой бывает совершенно не тем путем, как мы хотели бы или предполагаем. Сами по себе перемены или как какое-то известие вы можете получить на этой неделе. И каким-то образом, даже если вас оно приводит в какой-то стопор, или вы можете быть шокированы. Но для вас это выход из какой-то сложной ситуации или оставить что-то в прошлом. Для вас, может быть, откроется какая-то возможность по части переезда. Или, мои дорогие, вы можете встретить человека, все-таки старший аркан, колесо фортуны. Или, может быть, уже встреча какая-то у вас в жизни состоялась. И здесь важный разговор или предложение. Но есть то, что меняется. И именно меняется
или через обстоятельства, или через новости, информацию, или через ваш круг общения, или через ваших близких, через ваших друзей, но все равно извне. То, что вы не можете отменить. Чему сейчас не время демонстрировать силу? К вам кто-то может обратиться, кстати, вот этот триплет. «Помоги мне». Козероги сильные люди. И кто-то может обращаться, зная, что Козерог – это надежность, Козерог – это сила. Козерог, если впрягся в какое-то дело, он будет тащить до победы. А тут вам говорят: нет, тут не про победу. Реально оцени, куда ты тратишь свои силы. Карта силы – это ваша сильная позиция на самом деле. Но мы говорим, чему сейчас не время. Не время ее демонстрировать. Лучше выглядеть, по крайней мере, мои дорогие козероги, на этой неделе ни вашим, ни нашим. Не говорить ни да, ни нет. И даже сохранять самого себя, саму себя или собственные позиции и вообще не принимать никаких обязательств. Уходить как-то ловко, выскользнуть из каких-то, может быть, взаимоотношений или из какой-то патовой ситуации. Больше заниматься тем, у вас впереди колесо фортуны, что для вас является прогрессом. И как раз возможность уйти от того, что вас разочаровывало. Это более чем шикарная возможность на этой неделе. Потому что раз выпадает карта колесо фортуны, это мы можем закрыть какой-то гештальт. Причем не путем того, когда мы чего-то добиваемся, а тут действительно помогает пространство. Или вы узнаете какую-то новость. И если прежняя история вас где-то цепляла, а теперь вам будет все равно. Вот что-то такое в вашей жизни происходит. Но не тратьте свои силы попусту. И не пытайтесь как-то объяснять кому-то что-то. Или, с другой стороны, ведь это карта, когда мы транслируем лояльность. Или когда мы транслируем дипломатию. А это тоже вот этому где-то сейчас не время. Вообще не время пустым разговорам или как объяснению кому-то что-либо. Так и не время проявлять свои возможности и силу. Правда, тут, где-то отступить полшага назад, это будет самое правильное. И что вам будет помогать? Когда вы готовы к неожиданностям по рыцарю жезлов, он как раз готов идти вперед. И это его личный план, это его личное намерение, цель, когда на то, что вам будет предложено. Это, может быть, касается вашего дела или то, что вам интересно. Вы готовы либо поехать куда-то, либо для вас придется поехать для того, чтобы окончательно разобраться в конкретной местности. По этой карте это тоже проходит. Или приходит какая-то новость, и вам тоже надо с ней провзаимодействовать. Для себя, может быть, переоценку ценностей с учетом предыдущих карт совершить именно на этой неделе. Но, повторюсь, основной посыл. Вас, где-то быть готовым к неожиданностям. Действий будет много. Или, как минимум, может быть, это поездка. Или сложатся так обстоятельства. Будьте готовы к тому, что придется корректировать ваши планы. Но вам это все помогает, мои дорогие козероги. Что же скрыто? Усталость. Отдыхайте. Уставшие люди делают ошибки. Здесь никто ничего не скрывает. Но из-за усталости вы можете принимать ошибочные какие-то выводы делать, например, или как-то видеть, что происходит вокруг вас, тоже не совсем с позиции реальности, а больше с позиции анализа какого-то или своего житейского опыта. У нас вверху тройка мечей. Мы говорим, мы переводим ситуацию в опыт, но тот, который нас не ранит. Уставшие люди, повторяюсь, делают ошибки. Отдыхайте, мои дорогие. Может быть, и есть какой-то режим многозадачности. Или карта нам сила, которая выпала в позиции, чему сейчас не время, тоже говорит, не впрягайся в какие-то чужие вопросы, в обещания, не давай кому-то гарантий или обязательств, потому что у тебя у самого на этой неделе может прийти, к примеру, какая-то новость. И придется собраться, подпоясаться и сделать это быстро и поехать решать свои вопросы или переключиться на свои дела. Но никто ничего не скрывает. Дела, работа, бизнес. А тут надо самому быть еще хитрее, потому что могут вас вовлечь в то, что выдадут за какой-то прогресс или за какой-то бонус, а вы его не получите. Я бы не сказала, что тут надо работать до 7-го пота, мои дорогие козероги. Вот на этой неделе, правда, нужно быть хитрым и изворотливым.
выйти сухим из воды, кому-то не пообещать чего-либо. Не вот все то, что я говорила, не дать каких-то гарантий, что да, с точкой я буду продолжать этот проект или поддерживать тебя. И здесь ведь может касаться вопрос не только вашего социума работы, а где-то ваших родственников и близких. Быть, может быть, прозорливым и внимательным, если решаются вопросы, связанные с наследством. У кого-то так тоже может проигрываться. И тогда, ну, где-то себя не обесточить и сделать для себя что-то очень хорошо путем того, что вы о себе много не говорите о своих намерениях. По этой карте семерка мечей нам еще и говорят, называют картой вора. Будьте внимательны к паролям аккаунтов, мои дорогие. Помните, интернет – это опасное место. Не переходите по мутным ссылкам. Точно так же, как не соглашайтесь на какие-то мутные союзы, сделки. Легкие деньги опасны в течение всего 2024 года. Помните это. И плюс по этой карте конкретно сумочки, деньги, движимое, недвижимое имущество в зоне нашего влияния. Тут как-то могут измениться обстоятельства. И если вы уставшие, вы можете не увидеть какой-то подвох. Поэтому отдыхать, первое, это нужно обязательно. Во-вторых, держать руку на пульсе, быть готовым к неожиданностям. И даже если нужно куда-то поехать, значит, поехать нужно. Но не впрягаться в чьи-то договоры или в чье-то, допустим, когда вы готовы наступить на горло собственной песни, в угоду хорошему отношению кого-либо. Вот этому тоже не время и не место. Давайте посмотрим, что же по финансам. Сохраняйте все. Карта дерева, семерка пентаклей. Деньги могут задерживаться. Но у нас деньги растут именно на дереве. А дерево – это символ благополучия, надежности. И поэтому, если мы говорим про работу или источники дохода, доверяйте только тому, что законно. То, что вы можете где-то просчитать, то, что вам может приносить прибыль долгий период времени, то, что вы можете осязать, не призрачные какие-то обещания. Вот этому нет. Все карты нам где-то об этом говорят. Одним словом, по финансам мы тоже где-то себя сохраняем. Деньги как будто есть, но они не для трат. А, возможно, у вас какие-то перемены на пороге, и они вам в последующем пригодятся. И, может быть, деньги, когда мы сохраняем, тогда мы не попадемся на удочку мошенникам или каким-то мутным персонажам. Вот помните этот момент. Об этом карты тоже говорят. Личная жизнь. Правда, сохраняйте. Королева Пентаклей – это где-то вы сами. Она умеет одновременно и свое намерение, цель, мечту превратить в реальность. Она умеет из какого-то бардака и хаоса создать порядок. Умеет с нуля устроить быт, благополучие, уют. Вот это все положительные стороны. И вам выпадает на личную жизнь. И тут, правда, в личной жизни как будто порядок. Но, может быть, это все же мы все разные. У кого-то это по тройке мечей, действительно, какое-то известие от бывшего, от бывшей приходит, у каждого по-своему. Но это уже для вас не имеет значения. А вот разницу как раз, дистанцию, вы заметить можете. Но я так вижу, что какие-то у королевы Пентаклей всегда много задумок, которые она хочет осуществить в реальности. И здесь на этой неделе, значит, будут какие-то вроде бы возможности. Но для вас, мои дорогие козероги, нужно что-то, ну, с одной стороны, и не упустить, но с другой-то тоже не поторопиться, не ошибиться с чем-то. Очень выверенные действия у вас на этой неделе и решения. Как будто вокруг либо социум, либо, может быть, мошенники, правда, не дремлют. Будьте внимательны, отдыхайте, занимайтесь, вот будьте в своих энергиях. Вы ведь предпочитаете все то, что уверенно, надежно. И эти энергии вам помогают. Если по части личной жизни, то тогда королева Пентаклей нам скажет, что, скорее всего, та история, которая была на предыдущей неделе, все же неделя не такой большой срок, она будет продолжаться в той же концепции. Вряд ли есть какие-то глобальные перемены. Хотя по колесу фортуны какие-то известия могут быть. Но не спешите принимать окончательное решение или включаться сразу же в работу, в процесс, в какое-то участие. Перекладывайте на себя и будьте счастливы, будьте любимы всегда.